Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я продолжу работать над крупной моделью автомобиля DeLorean. А именно я буду собирать двигатель и коробку передач. И заодно расскажу, как он устроен у этого необычного автомобиля. Итак, поехали. Кстати, знаю, что серия не выходила давно, и вы могли подумать, что я уже забыла про этот проект. Но нет, начнем сборку. Собираю коробку передач. Соединяю масляный насос с левой частью картера коробки передач. Соединяю масляный поддон с основанием сборки и привинчиваю двумя винтами. Вставляю крепление полуоси в сборе в отверстие в левой части картера коробки передач и привинчиваю винтом. И то же самое сделаю с правой стороны. Завершаю сборку. Соединяю правую и левую части картера коробки передач вместе винтом. Собираю маслосборник. Вставляю штифты маслосборника в отверстие на днище двигателя и соединяю детали винтом. Соединяю заднюю крышку коробки передач с задней стенкой картера коробки передач двумя винтами. А теперь соединяю переднюю стенку двигателя с задней крышкой трансмиссии и тоже винтами. Вставляю два штифта втягивающего реле стартера в отверстие стартера. Устанавливаю стартер на переднюю стенку двигателя и завинчиваю его винтом. А теперь привинчиваю правый выпускной коллектор правой стенки двигателя двумя винтами. И также левый выпускной коллектор к левой стенке двигателя. А теперь соединяю правую стенку двигателя к днищу двигателя. И то же самое с левой частью двигателя. Ну и ставлю на место заднюю стенку двигателя. Устанавливаю вспомогательный воздуховод к верхней крышке двигателя и свинчиваю все винтами. Многие в комментариях к предыдущему ролику писали, что эта модель очень дорогая. Да, это правда. По сути, начиная собирать подобные модели, вы вступаете в модельную ипотеку. Сборка может затянуться на несколько лет. А учитывая не самую стабильную ситуацию в стране, да и во всем мире, есть вероятность не получить все выпуски. Даже не по вине издательства, а в нашем мире и так много факторов. Ну, та же пандемия, например. А в таком случае придется искать все где-нибудь на eBay или на Авито. Я все-таки люблю побольше получать все и сразу. Например, по схожей цене можно купить набор для сборки Lamborghini и в том же масштабе. При оценке стоимости модели учитывайте масштаб. Модель эта должна получиться очень большой и очень хорошо детализированной. По сути, полметра окрашенного металла. Другой вопрос, где это все хранить. Я не считаю сборку подобных моделей моделизмом в общем смысле. Для меня моделизм – это искусство, игра с оттенками, краской. Тут этого ничего нет. Но такие модели можно собирать в качестве легкого развлечения, когда хочется чем-то занять руки. Кстати, листая интернет в поисках самых дорогих моделей, я наткнулась на модели стоимостью более 300 тысяч рублей, а это около 3700 евро. Причем масштаб моделей 1 к 12. Так что у любого занятия нет потолка в стоимости. Ну а с другой стороны, посчитайте, сколько вы в год тратите на стендовый моделизм. Думаю, у заядлого моделиста выйдет примерно столько, сколько придется раскошелиться на сборку подобного образца. Я не терпеливый моделист, и пару лет собирать одну модель
мне будет сложновато, так как попросту может не хватить терпения. Лучше я за пару недель сделаю КАМАЗ и сразу же приступлю к чему-нибудь другому. Я люблю моделизм за разнообразие. Сегодня я делаю самолет, потом танк, потом расписываю фигурки, потом делаю ржавый КАМАЗ, а потом парадный бронетранспортер. Присоединяю скобу компрессора кондиционера к задней муфте компрессора кондиционера и вторую скобу к передней муфте компрессора кондиционера. Надеваю собранную вторую часть компрессора кондиционера на центральный штифт блока компрессора кондиционера и соединяю собранный блок с левой стороной верхней крышки двигателя. И теперь соединяю собранную верхнюю часть двигателя с ранее собранной частью. Надеваю вспомогательный воздуховод на штифт, расположенный сзади крышки маслоналивной горловины. А теперь ставлю термостат на свое место.
А теперь ставлю 6 инжекторов в отверстие верхней части распределителя топлива. Так, ставлю шланги на свои места.
А теперь собираю генератор. Ставлю собранный генератор на правой стенке двигателя под боковым кронштейном. Все скрепляю винтами. Вставляю масляный щуп в маслозаливное отверстие в нижней части двигателя. А теперь очередь приводных шкифов.
Вот так выглядит двигатель в сборе. Модель получилась довольно подробной и интересной. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.